Всем привет, меня зовут Маша Хейла, и это мой YouTube-канал о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами изделиями, которые мне очень понравились. Они изготовлены крючком и вдохновлены стилистикой ретро. Мне этот стиль безумно нравится, я обожаю историю, моду, и мне очень интересно наблюдать, как трансформировались вещи, образы сквозь века. Подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно пишите в комментариях, какой бы вы мастер-класс хотели увидеть. Итак, начнем, конечно же, с различных корсетиков. Вот этот мне очень-очень сильно понравился. Он достаточно минималистичный, в нем немного деталей, но за счет того, что у него есть вот такие накладные тесемочки, цепочки, смотрится он интересно, при этом они формируют силуэт визуально, утягивают фигуру. И мне кажется, вот эти ленты, они тоже добавляют какой-то немного романтичности, роскошности. Казалось бы, атласные ленты очень-очень красиво смотрятся на любом изделии. Также мне очень нравится, как корсеты смотрятся поверх рубашек. Здесь мы видим вариант стилизации на обычное хлопковое платье. Очень красиво смотрится. При этом я сразу же представляю какую-то диснеевскую Золушку, когда они еще там жили у себя в лесу и носили простые платья. Мне это очень нравится и, кажется, выглядит очень эстетично. Следующий вариант корсета с имитацией нижней рубашки. В этом корсете очень красиво отображается тренд этого года на прозрачность, на то, чтобы было видно нижнее белье. При этом здесь ничего не видно, нет никакой прозрачности, но за счет того, что у нас вот есть отсылка к тому, что раньше под корсет надевали какую-то нижнюю рубашку, нижнее белье, то вот такой визуальный эффект присутствует. Мне очень нравится, как это выглядит. Получилась такая деликатная интерпретация современного тренда. Следующее изделие похоже на предыдущее, но отличается по своей фактуре. У него необычный узор, возможно, пряжа какая-то более рыхлая. Мне безумно нравится, как смотрятся различные вот такие текстуры. Они добавляют необычности и уникальности в образ, потому что таких сейчас корсетов вяжут много, но вы можете выбрать свой уникальный узор и будете отличаться от остальных. Итак, следующая модель корсета. Эта конструкция сейчас довольно популярна, в шоурумах часто можно встретить подобные, однако они обычно выполнены в коже в какой-то, например, в черной. И девчонки надевают с белыми рубашками, красят стрелки, и вот такой образ создается. Здесь все совершенно по-другому, за счет того, что он вязаный, с ленточками. Даже если вы не любите какие-то контрастные сочетания, да, вы можете использовать вот такой нежный, более нежный корсет для своего образа. И последний корсет в этом видео вот с такими необычными шнурочками по бокам, с узором, шашечкой. И мне кажется, он будет классно смотреться и поверх платья, чтобы вот такой более романтичный образ создавать, и также с джинсами на голое тело. Тогда образ будет более дерзкий, более яркий, и тут практически от стилистики ретро не останется и следа. Следующая футболочка Пола, мне она безумно нравится. Я ее вижу в сочетании с какими-то широкими белыми брюками, с босоножками, с какой-то хорошей кожаной сумочкой, с очками классными. И мне кажется, вот такого плана футболки, они будут хорошо смотреться, знаете, в стилистике old money, что-то вот такое немножко с шиком, такое благородное, элегантное. Вот мне кажется, вот так стоит обыгрывать такие футболочки. Мне очень нравится сочетание цветов: голубой, молочный, маленькие пуговички. Классное изделие, ни к чему не придерешься, я бы хотела повторить такое, очень красиво. Же изделие более фактурное, держит форму, мне нравится то, что оно укороченное, я вяжу его с какими-то джинсами, широкими, свободными, сочетание цветов хорошее. Единственное, вот нижние бортики у воротника я бы сделала чуть-чуть пообъемнее, и можно отпарить, я думаю, будет классно смотреться.
Следующая у нас футболочка. Мне кажется, многие, возможно, видели ее на просторах интернета. Очень-очень стильная, широкая, объемная, классно будет смотреться с любыми брюками. Я сразу же представляю кроссовки самбо. Мне они не очень нравятся, но почему-то, когда я вот эту рубашечку видела, я сразу же их себе представила. Мне нравится сочетание цветов, особенно то, что вокруг воротничка провязано вот этой контрастной строчкой. Здесь есть полосочки, также есть кармашки. В общем, классно смотрится изделие, такое законченное, продуманное. Я очень люблю такие изделия. Мне кажется, они вот прям создают такой стиль. Мне кажется, эта вещь станет из разряда таких универсальных вещей, которые можно надеть куда-то и просто на встречу с подругами, и в офис, я думаю, можно в такое выйти, если у вас не строгий дресс-код. Дальше начинается мой любимый 19 век. Я думаю, это похоже на конец 19-го, начало 20-го. Вот такие как раз-таки кардиганчики были модные с длинными юбками. Это изделие связано с спицами, но тем не менее я его привела в пример. Мне нравится оформление, цветочки, цвет. Классно будет смотреться с какими-то модными джинсами. Вот это изделие мне безумно понравилось. Оно такое нежное, при этом, мне кажется, в нем будет очень уютно чувствовать себя. Можно связать его из какой-то вот такой чуть-чуть пушистой, мягкой пряжи. Классно будет смотреться. И я его вижу с какими-то брюками со стрелкой, либо с какой-то юбкой миди, возможно, атласной, для того, чтобы как-то облегчить вот эту фактурность. Хочется, чтобы ничего не отвлекало на себя внимание. Я уже забыла, говорила я про это или нет, но у меня есть еще схема на эту кофточку. Правда, она на китайском языке, но там, в принципе, можно понять, что за узор. Вот, так что, если что, пишите мне в комментарии, я вам ссылочку скину. Дальше идет кардиган, тоже очень популярный, постоянно вижу его фотки. Очень красивое сочетание цветов. Я думаю, его абсолютно несложно вязать и быстро за счет того, что он такой ажурный. Мне кажется, он подойдет не только для продвинутых вязальщиц, но и для начинающих, потому что узор несложный, конструкция несложная, главное сделать правильную выкройку и все. Дальше у нас пойдут рядочки, убавки, ну, короче, я сразу же замечталась. Следующее изделие просто королевское. Мне кажется, его можно будет надевать и на какую-то вечеринку, на свидание. Оно безумно красивое, роскошное. Несмотря на то, что просто повторяющийся паттерн, за счет фактурной пряжи, за счет того, что есть такие жемчужные пуговицы на манжетах, очень красиво смотрится изделие. Я влюбилась в эту кофточку. Носить ее можно, в принципе, хоть с чем. Например, если вы будете сочетать ее с юбкой, как в этом варианте, это тоже достаточно актуальный вариант. Сейчас силуэт рюмочка будет на пике популярности. Скоро в магазинах мы увидим много таких юбок. Поэтому не составит труда у вас что-то подобное найти. Но также его можно будет надеть с какими-то джинсами, кроссовками такими объемными, чтобы уравновесить верх. И я думаю, это тоже будет хорошо смотреться. Еще я вижу эту кофточку с длинными черными атласными свободными брюками палаццо, с босоножками. Мне кажется, тоже будет круто. Вот, кстати, нашумевший узор. Я думаю, многие связали уже себе какие-то топы или кофточки в этом узоре. Кстати, он будет несложный для новичка. Если вы хотите попробовать что-то вот такое необычненькое, трендовое, можете смело пробовать. Это вообще абсолютно несложно. Почему я его решила сюда привести? Потому что, мне кажется, как таковые именно узоры, паттерны, они были больше популярны лет 30-40 назад, когда был небогатый выбор пряжи, старались все-таки компенсировать
чем-то вот таким необычным. Сейчас, как мне кажется, идет больше акцент на цвета, на яркость, на интересность конструкции, вот больше, чем на узор. Но почему-то вот этот узор приобрел популярность, и мне кажется, это как раз-таки вот такая вот отсылка, да, к тем временам, когда это было популярно. Следующая кофточка такая более молодежная, укороченная, но посмотрите, приглядитесь, есть у нее такие интересные рукава, фонарики, точнее элементы фонарика на длинном рукаве. И мне кажется, это тоже достаточно необычно, не часто такой вариант мы встретим. И как идея, мне кажется, она достаточно оригинальная и подойдет, в принципе, для любого гардероба, даже если вам не очень нравится ретро-стилистика, вот этот вариант вы сможете легко внедрить в свой гардероб. Следующий вариант это вот такое болеро на завязочках. Очень классная, модная, с расклешенными рукавами. Можно сочетать с джинсами, с длинной джинсовой юбкой макси, вот с разрезом посередине будет круто смотреться. Она, знаете, как мне кажется, похожа на какую-то бабушкину салфетку немного, но при этом за счет своей конструкции смотрится достаточно актуально. То есть как раз-таки вот этот элемент эволюции, когда у нас то, что было актуальным раньше, оно как-то перевоплотилось, переформатировалась и в новом обличии появляется в нашей современной жизни. И последнее платье, оно, знаете, такое в стилистике твиги, 60-е, когда появились первые мини-юбки. И посмотрите, как красиво смотрится черный и бежевый цвет. Очень красиво, можно дополнить золотыми аксессуарами, на загорелой коже будет смотреться просто конфетка. И последний костюмчик, это вот такой розовенький, тоже Granny Square, и мне кажется, вот за счет того, что он не облегающий, есть такое, да, пространство между телом, воздух, он вот так эффектно и модно смотрится. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой YouTube канал, оставайтесь со мной. Всем пока!